Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале «Иная реальность». И своя, иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. Я вам желаю всех земных благ. Сегодня у нас закрываются врата 11.11, огненные врата, мощный энергетический портал между мирами. Моя группа сейчас единомышленников через 15 минут уходит в медитацию. Это трансмедитация сознания единства, ссылочка на которую есть под этим видео. Вы можете еще успеть присоединиться к нам, и я вас призываю это сделать. Все желающие, пожалуйста, проходите по ссылочке и присоединяйтесь ровно в 21:00 по киевскому времени, в 22 по Москве. А у нас пока есть время настроиться. Это видео вы можете посмотреть позже, после медитации, когда она закончится. Это видео-расшифровка для наших космонавтов, для тех, кто рискнул отправиться в полет в нашем кристалле группы, в межгалактическую такую экспедицию, расширить свое сознание. У нас сейчас скоро откроются следующие врата, 12.12. У нас накануне мы находимся, во-первых, закрытие врат Змееносца, еще у нас впереди коридор затмений, у нас очень-очень мощный плодотворный период духовного развития, квантового скачка эволюционного. Поэтому я сегодня в прямом эфире для того, чтобы вывести на сознание те потоки, которые идут из нашего космического пространства к планете Земля, и отследить те процессы, которые с нами происходят и с нашей планетой, и в том числе провести медитацию-энергетическую трансформацию. Поэтому это видео могут смотреть и те, кто не медитирует, и те, кто медитирует, поскольку я сейчас буду работать и для тех, и для других. Но если вы смотрите это видео в записи, я вам предлагаю пройти медитацию, которая все-таки у вас по ссылочке будет под этим видео, ну а затем посмотреть это видео. Ну что ж, приступим. Я настраиваюсь на поток, который сейчас идет из пространства. Я не ожидаю большого количества зрителей, потому что сейчас на моем канале параллельно через 10 минут начнется трансляция медитации сознания единства. А здесь я буду вести незримо работу с группой, в том числе и с теми, кто присоединится сейчас ко мне в прямом эфире, ну, либо с вами, кто смотрит меня в записи. В любом случае вы получите для себя что-то полезное, какой-то ответ на ваши вопросы обязательно здесь появится. Вы сами знаете, что все не случайно. Если вы смотрите это видео, значит, что-то здесь для вас все-таки есть. Но смотрите, у нас Солнце сейчас входит в какой-то новый, очень важный солнечный цикл, период. С Солнцем происходят какие-то очень важные процессы, и Вирт говорит о том, что это нам нужно просто принять. Принять эти трансформации, принять это обновление, потому что здесь идет обновление и расширение. Расширение наших возможностей, раскрытие наших талантов, нашего творческого потенциала. Все, что было тайное, сейчас будет проявляться, ярко расцветать. Поэтому я вас всех поздравляю. По Солнцу всегда идут очень хорошие, позитивные перемены. Ваше здоровье может улучшиться, может увеличиться ваш доход. Здесь вполне уместно работать с кодами изобилия сейчас. Те, кто медитирует сейчас в данный момент, будут загадывать желания, манифестировать новую реальность. Ну а тех, кто сейчас только что увидел меня, я призываю присоединиться к коллективной медитации сознания единства, которая начнется буквально через
8 минут. Ссылочка на медитацию находится под этим видео. Я продолжаю считывать энергетику потока. Но уже по Солнцу энергетика очень мощная. Здесь много праздника, много огня, много желания жить. Это такая энергия витальная. Не забудьте поставить пальчик вверх под этим видео. Не забудьте о кармической справедливости, грамотном энергообмене, балансе, который для каждого эзотерика не пустые слова. Итак, я считываю поток. И здесь у нас такая энергия. Многие из вас находятся в состоянии пока еще принятия решения, не прописаны еще пока жизненные сценарии в связи с тем, что души не все еще сделали осознанный выбор. Но мы еще какое-то время будем находиться в состоянии выбора. Как я уже сказала, у нас еще только закрываются врата 11.11, у нас еще 30 числа закрываются врата змееносца. Это тоже очень мощное будет явление. И это все у нас совпадает с лунным затмением, где мы отпускаем коды прошлого, а это коды третьего измерения уже уходят от нас. Многие проекты на планете Земля будут закрыты, то есть для них уже хода нет. Поэтому будьте внимательны, к чему вы стремитесь, куда вы идете, потому что некоторые проекты, которые поддерживались раньше на планете Земля, сейчас поддерживаться уже не будут. Ну вот здесь и идет состояние. У некоторых состояние тревоги, подавленности, ощущение, что Земля уходит из-под ног, как будто бы сознание расслаивается, миры раздвигаются. Миры сейчас расходятся, и реально из нашего окружения могут уходить люди, приостанавливаться общение с теми, с кем вы раньше общались. У вас могут происходить вот такие вот моменты, когда вдруг уходят люди из вашего окружения, просто, как говорится, нет коммуникации, нет взаимодействия, потому что здесь каждый сейчас принимает какое-то очень внутреннее важное решение, и в то же время, я вам хочу сказать, не у всех это выходит на сознание. Вот и моя, в общем-то, работа и задача здесь вывести на сознание те процессы, которые с вами происходят. Потому что выбор вы все равно сделаете. Здесь никто не останется в междумирье, да? Кто-то останется в кодах третьего измерения, кто-то будет переходить в коды пятого измерения. Смотрите, если вам непонятно о том, что такое коды пятого измерения, у меня есть много видео на эту тему. Посмотрите плейлист «Дневник мага», где я говорю об этом много. Но реальность, в которой будут жить люди, она будет совершенно по другим законам строиться. Законы общежития я имею в виду, взаимодействие людей. А поэтому сейчас вот каждая душа делает свой осознанный либо неосознанный выбор и простраиваются сценарии будущего. Ну, как я вижу, в большинстве своем неосознанный выбор. Так. Надо как-то положить, чтобы все было видно. Дорогие друзья, буквально через 5 минут начнется медитация, коллективная медитация сознания единства, ссылочка на которую
у нас находится прямо под этим видео. Проходите, вы еще успеваете присоединиться к нам. А это видео, расшифровку этой медитации вы сможете посмотреть потом. Потому что сейчас я буду одновременно сопровождать медитирующих и одновременно выводить на сознание коды 5-го измерения, которые сейчас идут через портал 1111, для того, чтобы вывести на сознание, как же мы можем расширить свое сознание, как же мы можем все-таки перейти на новый уровень осознанности. И давайте посмотрим, что высшие силы хотят сказать нам. То, что часто я вам повторяю, что прошло время одиночек, сейчас только вместе вы можете двигаться вперед. Понимаете? У вас определенные блоки, страхи, которые никак не поддавались, в группе у вас это получится. И здесь вот некоторая пауза, она оправдана. То есть сейчас многие процессы, они хотя будут проходить и достаточно бурно, но в то же время они будут проходить где-то очень глубоко, в глубинах нашего сознания. Поэтому больше отдыхайте, больше находитесь в общении с близкими, с родственными душами и в спокойном, расслабленном состоянии. Ищите баланс. Да, видите, тут энергии завершения. И опять подчеркиваю, у нас что-то происходит с солнышком. Наше солнце обновляется, завершается цикл, поэтому ищите внутренний баланс. Здесь мы практически уже выходим, потому что 10 мечей перевернута. Немножечко потерпите, совсем чуть-чуть. Дорогие друзья, через 3 минуты начнется медитация сознания единства, ссылочка на которую находится под этим видео, и вы еще успеваете к нам присоединиться. А это видео вы можете посмотреть затем, после медитации. Это видео-расшифровка того, как проходила эта медитация, но также ее могут смотреть и те, кто не медитирует вместе с нами. Пожалуйста, присоединяйтесь либо к медитации, либо смотрите это видео. В любом случае вы получите пользу, вы получите осознание того, что происходит сейчас в данный момент. Значит, смотрите, идет обновление кодов. В чем оно состоит? У нас происходит интеграция сознания, то есть выход сознания на новый уровень. Это заключается в том, что выбор, который мы сейчас делаем, он не в том, выбрать темную сторону, темные силы, либо выбрать свет, светлые силы, да, выбрать добро, либо выбрать зло. Выбор в том, чтобы объединить и то, и другое, и выйти из дуальности. Вот в чем выбор расширенного сознания. Поэтому, когда мы говорим о расширении сознания, это всегда выход из дуальности, мои дорогие друзья. Поэтому, если вы никак не можете понять, что такое расширенное сознание, то еще раз повторюсь, это самое главное – выход из дуальности. Дуальность – это коды 3-го измерения, 4-го тоже оно еще находится в дуальности. А вот коды 5-го измерения – здесь уже интеграция, здесь уже нет дуальности. Вот, и это очень важно осознавать. Ну что ж, через буквально несколько секунд начинается медитация сознания единства. Я предлагаю вас присоединиться к кристаллу группы. Ссылочка на медитацию есть под этим видео. Ну, а тех, кто не медитирует, мы продолжаем работать. Я буду в прямом эфире одновременно сканировать и работу кристалла группы, и выводить на сознание те коды, которые сейчас идут из врат 1111. Ну что ж, медитация началась. Полетели.
И сейчас я начинаю настраиваться на ваше состояние, на вашу энергетику. И неважно, где вы сейчас находитесь, с кем вы сейчас. Если вы хотите, то вы можете сейчас открыться, расслабиться, довериться и получить информацию для себя. Постарайтесь повысить ваши энергии, выстроить ваши энергоструктуры. Итак, состояние. Хорошая энергетика, достаточно сбалансированная и ровная. И это очень хорошо. Давайте посмотрим на более глубинные процессы. Посмотрим, что с вами сейчас происходит в данный момент. Ну что ж, смотрите, у вас, в принципе, идет постепенное ослабление контроля, повышение точки сборки сознания, вы затормаживаетесь, и по колесничему я смотрю, что идет постепенно разгон энергетики. Группа собирается в кристалл. Довольно-таки высокие вибрации. Здесь отпущен контроль, и это очень хорошо. Продолжаем летать. Так, ваша энергетика на данный момент. Торможение, замедление всех энергетических процессов, выравнивание, творческий настрой. Вот здесь уже вырисовываются программы, которые могут тормозить вас на продвижении к вашей цели, потому что это медитация, манифестация. А манифестация подразумевает, что мы будем менять коды индивидуальной матрицы. Если у вас нет еще пока не выстроена индивидуальная матрица, то, пожалуйста, обращайтесь, потому что в этой матрице мы можем узнать карму ваших прошлых воплощений, карму, допустим, непосредственно вас и вашего рода, по мужской линии, по женской линии, карму денег, потому что когда мы пытаемся увеличить наши доходы, мы часто сталкиваемся с ограничивающими программами в канале изобилия. Это тоже можно посмотреть. Карму партнерских отношений, естественно, тоже, потому что у нас есть кармические партнеры и кармические обязательства перед ними. У нас также есть карма рода, то есть наши обязательства перед родом, ну а также в этой матрице есть все ваши дары, таланты, все ваши ресурсы, которыми можно воспользоваться для того, чтобы вот, собственно, все эти задачи преодолеть, решить и выйти на новый уровень развития. Поэтому индивидуальная матрица очень важна, она даст вам большое и важное, главное, важную информацию для саморазвития и самопознания. А также при помощи этой матрицы вы сможете смотреть мои расклады совсем через другую призму. Вы будете их лучше понимать и осознавать. Информация для вас будет идти как бы в 3D разворачиваться. Это тоже очень важно знать. Итак,
Сейчас, мои дорогие, сосредоточьтесь на тех программах, если вы их уже вывели на сознание, которые тормозят вас в вашем продвижении к цели. У вас у каждого есть цели, но я прошу вас сейчас сконцентрироваться не на цели, а на программах, которые вас тормозят. И мы будем выводить сейчас на сознание те программы, которые больше всего сейчас мешают продвижению к вашей великой цели. Конечно, это общая будет сейчас такая энергия, но все-таки не случайно сюда люди притягиваются, не случайно. Поэтому естественно, что эта информация может вам помочь. Итак, программы, которые тормозят. Неуверенность пока в своем выборе. Дорогие друзья, у вас, в принципе, еще есть время сделать этот ответственный выбор и принять решение, с кем вы, где вы, как вы, но учтите, что все-таки времени не так уж много. Делайте ваш осознанный выбор. Многие из вас сейчас внутренне осознают серьезность момента и, в общем-то, колеблятся в принятии решения. Ко мне обращаются на консультацию и служители светлых сил, и служители темных сил. И что я вам хочу сказать? Я вам повторю сейчас очень важную вещь. Когда человек пытается сделать выбор в коды 5-го измерения в пользу своего духовного роста, первое, что он делает, он выходит из дуальности. Он не выбирает вот в этой плоскости, ты за белых или за красных, да, ты с темными силами или ты светлыми силами. Он выбирает путь наверх, а это значит выход из дуальности. Это значит, что он смотрит на все это с более высокой точки зрения. Вкладываю в вас эту информацию, потому что я знаю, что не все готовы принимать именно коды 5-го измерения. Поэтому я буду это проговаривать для того, чтобы сконцентрировать ваше внимание на том, в какой плоскости вы делаете свой выбор. Делайте выбор в сторону осознанности, а значит, в сторону выхода из дуальности. Сейчас будут некоторые люди проходить посвящение, кто-то будет делать прыжок веры, у кого-то будут открываться сверхспособности, дары. Поймите, что мир един, и поток любви Творца, он един. Нет понятия добра и зла, это очень условно. В кодах 3-го измерения эти понятия существуют, в кодах 5-го измерения их нет. В преддверии открытия врат 12.12 моя задача как можно больше расширить ваше сознание. Да, как я и сказала, многие колеблются в принятии дара. Что такое принять дар? Это осознать свою миссию на Земле, высокую миссию. Еще раз подытожу, что это общечеловеческая миссия, это миссия на уровне социума, глобальная миссия. И об этой миссии я говорила в одном из своих видео, когда я рассказывала о вратах змееносца и о верхнем зодиаке. Вы можете посмотреть, под этим видео я дала ссылочку на видео о змееносце, о верхнем зодиаке. И там я говорила о том, что если у вас есть особая миссия на Земле,
то, скорее всего, вы рождены в определенные даты. И эти даты я выкладывала. Вы можете проверить, когда дата вашего рождения, и есть ли у вас общечеловеческая миссия, миссия перед планетой, перед землянами. Но сейчас речь идет о том, что многие из вас чувствуют свою миссию, чувствуют предназначение, чувствуют свой потенциал, но боятся принять эти возможности, колеблются, не знают, как дальше сложится их жизнь. Знаете, самое интересное, что почему-то мы не боимся блукать в темноте, мы не боимся жить, не исполняя миссию, с которой мы пришли. Вот это очень странно. Потому что как раз не выполняя миссию, мы живем во тьме и сталкиваемся с огромным количеством трудностей и проблем, которые подталкивают нас к осознанности и к выходу на светлый путь служения, да, людям. Но именно идти вот этой светлой дорогой многие боятся выйти из тьмы, принять свой дар и отдать его людям. Меня часто спрашивают, что это за дар, как его принять, как с ним соединиться и как я буду отдавать его людям. Вы знаете, с одной стороны, ответ простой. Просто жить и просто быть. Быть, а не казаться. Быть тем, кто ты есть. И, наверное, это самое простое и трудное одновременно. Ну, а чтобы вы осознали свою миссию, свой дар, свой талант, конечно, лучше выстраивать матрицу, лучше приходить на индивидуальные консультации. Но общая информация о том, что вы долго искали этот дар, вы долго хотели с ним соединиться, а сейчас вам его протягивают, дают. Будьте готовы его принять, откройтесь. Моя группа начинает все глубже погружаться в медитацию. Если вы меня сейчас смотрите и вы еще не с нами в медитации, я вас приглашаю. Под этим видео есть ссылочка на медитацию, вы можете по ней пройти и присоединиться к нашему кристаллу группы. Медитация, расширяющая сознание. И сейчас я вхожу в канал погружения. А для тех, кто смотрит меня в записи, я вхожу в ваше подсознание и вывожу на сознание те аспекты, которые вам необходимо знать для того, чтобы расширить свое сознание и принять свой дар. Я открываю канал погружения и вхожу в ваше подсознание. Но здесь уже очевидно, что часть группы полностью готова к работе и свободно движется в канале погружения, и другая часть группы все еще пытается контролировать этот процесс. Я попробую сделать маленькое целительство. Не надо бояться, расслабьтесь. Не пытайтесь контролировать себя, потому что это транс-медитация. У вас все равно это не получится. Кармические программы по роду, связанные с временами, когда человечество переживало трудные времена. Всевозможные лишения, войны, может быть плен, может быть голод. Вот эти все вещи, потеря близких, может быть еще какие-то страхи. Вот сейчас это все поднимается. И это никак нельзя оставлять,
в нашем подсознании, это не имеет сейчас ценности. Эти защитные программы не имеют сейчас ценности. Они нам сейчас не нужны, поэтому они нам очень тормозят продвижение. Давайте-ка я сделаю так, что они на время хотя бы перестанут вам мешать. Здесь чистка началась, вот уже целительство пошло. Угу. Если вы плакали во время медитации, плачете точнее прямо сейчас, если вам больно, если в вашей душе что-то такое шевельнулось, какая-то жалость к себе, отпускайте, не надо это подавлять. Отпускайте все свои подавленные эмоции, потому что сейчас мощно началась чистка. У вас подвинулись те программы в астральном плане, которые вас тормозят на пути к осознанности. Я рада всегда, когда это происходит, но на деле вы можете ощущать беспокойство и даже на физике, как я вижу. Здесь могут быть моменты. У меня почему-то здесь идут такие моменты онемения. Если у вас идет либо онемение каких-то отдельных участков тела, либо покалывание, это нормально, это указание на блоки. Многие сейчас уже находятся в глубоком трансе, и это хорошо. Хорошо. Прошу высшие силы осуществить выгрузку исцеления непродуктивных, деструктивных программ, кодов третьего измерения, которые нам уже больше не нужны, не понадобятся в будущем. Прошу целительства. Ну, началась чистка еще более глубинная. Идет отсечение этих паразитарных программ. У кого-то здесь есть сущности, я сразу хочу сказать, могут быть подключения очень низкоастральные. И сейчас занимаются высшие силы чисткой астрального плана. Давайте осознаем процессы, которые проходят сейчас. Да, именно чистка астрала, завершение программ исцеления. Я думаю, что после этой медитации, либо после просмотра этого видео, если у вас были деструктивные состояния, депрессии какие-то, то, что называется астральным маятником, после просмотра этого видео, либо после того, как вы пройдете эту медитацию, у вас это должно закончиться. Идет заземление очень мощное у вас, объединение в кристалл группы. Ну что ж, очень мощно работают высшие силы сегодня по перепрограммированию и ментала, и астрала. И здесь я смотрю, и физический уровень у многих затронут. Поэтому, мои дорогие, держитесь, все хорошо, все идет прекрасно. Вы обновляетесь, вы исцеляетесь, у вас налаживается работа очень многих систем. Вот для некоторых здесь идет прямо физическое исцеление. Если ваше физическое тело истощено,
Если у вас есть какие-то хронические заболевания, и они вас реально очень беспокоят, то при просмотре этого видео, я вам могу сказать, у вас многие системы придут в норму, наладятся. Позвольте этому просто произойти. Вы можете смотреть это видео несколько раз, потому что энергетика здесь сохраняется, вибрация будет постоянно идти, и завершать ненужные вам процессы, выгружать ненужные вам программы. Поэтому сейчас идет очень мощное целительство. Я не хочу прерывать этот процесс. Нужно дать какое-то время, чтобы энергии сделали свое дело. Я хочу поговорить с планетой Земля и вывести на сознание, что происходит с нашей планетой. Какая прекрасная возрождающаяся у нас планета. Коды нового пятого измерения принимает наша Мать-Земля. Видите, у нас Беркана, Мать, Императрица и Ансус. Ансус – это информационный поток. Поэтому смотрите, вся наша планета Земля сейчас входит в новый информационный поток и напитывается кодами другого уровня, нового измерения. Приятная очень разливается волна энергетическая. Почувствуйте это, почувствуйте нашу планету, обнимите ручками, ножками, всеми энергетическими центрами, обнимите нашу мать-планету. Пошлите ей свет и любовь, гармонию, мир, исцеление, благословение. Это наш космический корабль, который несется на огромных скоростях в бесконечном космическом пространстве. Дорогие друзья, вы еще успеваете присоединиться к нам, догнать наш космический корабль. Переходите по ссылочке под этим видео и присоединяйтесь к коллективной медитации сознания единства. А это видео вы можете посмотреть потом, после того, как пройдете медитацию. Это видео-расшифровка. Либо просто смотрите это видео и получайте пользу для себя. Два раза у нас 9-й аркан Отшельник, который говорит о том, что у нас мощный квантовый скачок на планете Земля сейчас. У нас здесь 4 старших аркана. Мощное перерождение. Вот здесь у нас 2 пятерки, коды 5-го измерения. У меня часто по иерофанту идут вот коды 5-го измерения. Кроме того, возрождение жреческой касты, пробуждение человечества. Когда люди более активными становятся, знаете, сотворцами на планете Земля. Не просто ползают, как букашки по планете, а являются реальными творческими единицами. Вот что происходит. Земля соединяется с источником, с истоком жизненной силы и энергии. И внутри себя, и внешний источник вот посылает энергетические потоки. Потоки идут такие, знаете, сейчас на самом деле вот бережные. Я не чувствую жестких энергетических потоков. Здесь я вижу, что король жезлов перевернутый символизирует закрытие врат 11.11. Энергетика сокращается сейчас, она идет на убыль, но она еще идет. Коды 5-го измерения еще идут, и вот последние такие вот, собственно говоря, какие-то волны энергетические еще попадают на планету Земля. Я чувствую вот это безмолвие, тишину, такое, знаете, принятие, такое впечатление, что планету кто-то качает на руках. Очень приятное ощущение. Ну и, конечно же, 9-й аркан Отшельник
перерождение. Вообще Беркана – это рождение, это зачатие, беременность и рождение, это материнство. Можно сказать, что планета действительно рождается, она перерождается, она трансформируется. И сейчас мы взлетаем. И я открываю коды 5-го измерения для вас и для тех, кто сейчас находится в медитации. И провожу коды 5-го измерения на физический план. И вывожу их на наше сознание. Итак, приготовьтесь. Коды 5-го измерения. Мощный энергетический подъем. Знаете, такая вот волна. Здесь, знаете, как будто бы нас что-то подхватывает и несет. В какой-то момент вот коды 5-го измерения, они как будто захлестывают планету. Такое впечатление, что в какой-то момент сопротивляться этому будет просто невозможно. Если вы готовы, прямо сейчас входите в эти коды. Здесь очень мощный энергетический вихрь сейчас открылся. Знаете, как будто бы лифт наверх открыли сейчас. Настраивайтесь на это. Точка сборки сознания резко взмывает вверх. Сознание расширяется. Выходит из дуальности. И вы ощущаете себя единой частицей всего сущего, глобального плана Творца. Здесь идет отсев очень многих кармических программ, которые никак невозможно, с которыми невозможно войти в коды 5-го измерения. Здесь такая новая волна чистки сейчас пошла, пережигание пошло негатива. Сразу хочу сказать, что не так уж просто нам войти в коды 5-го измерения. Идет очередная чистка, освобождение от негатива. Деструктивные программы по роду, связанные с ссорами, конфликтами, драмой. И для подготовленных сейчас уже пошли коды канала изобилия, потому что Ера – это изобилие, которое внутри нас, это прорыв, это понимание того, что я могу, я владею ситуацией, я хозяин этой реальности, это моя жизнь, и здесь я творец. Поэтому здесь интенсивно для кого-то открываются сейчас коды изобилия, а у кого-то еще продолжается астральная чистка, выгружаются коды, новая волна пошла. Таких, знаете, более глубинных программ, которые первый слой был снят, второй, а сейчас уже третий пошел слой. Поэтому у всех все по-разному. Медитация проходит очень мощно, хочу вам сказать, поэтому наберитесь терпения. Если еще раз хочу сказать, у вас покалывает сердце, у вас что-то тянет, не имеют конечности, это нормально, это трансовая медитация. Если вы провалились просто в каменный темный мешок и ничего не помните, это очень хорошо, потому что именно в этом состоянии есть возможность поработать с вашим подсознанием. И я прошу высшие силы, собственно, о том, чтобы у вас наилучшим образом произошла выгрузка деструктивных программ и перезапись этих программ на новые, благоприятные для вашего развития. Я обращаюсь к высшим силам и прошу принять мою просьбу за вас и удовлетворить эту просьбу и помочь вам
сейчас закрепиться на новых вибрациях, на вибрациях любви, на кодах 5-го измерения. Ну что ж, мы услышаны, наша просьба принята. У многих сейчас произойдут перемены в личной жизни, в семье, в бизнесе, в здоровье. По Адал, знаете, мы входим в другой мир. Планета Земля выходит на новый уровень. По Лагус – это энергия, которая очень миролюбивая, очень мягкая, очень женская, очень плавная. То есть перемены пройдут плавно, без потери стабильности. И я благодарю высшие силы за то, что услышали нас, потому что, да, мы согласны, что перемены необходимы, но хотелось бы сделать их максимально плавными и гармоничными. Вот здесь именно такие коды, сейчас целительские коды для вас я установила для того, чтобы вы развивались, менялись, входили в иную реальность и все же не теряли стабильность. Пожелание для вас: развивайте женские вибрации, женский аспект, то есть энергия Земли, энергия воды. Если в вашем кресте стихий недостаточно женских энергий, то вам необходимо задуматься. Обязательно развивайте женский аспект. Смотрите, здесь такая идет информация, что выбор за вами. Вот у вас есть еще немного времени, чтобы определиться, потому что врата 11.11 закрываются, но у нас еще 30 числа врата Змееносца. Дьявол, он всегда символизирует у меня врата Змееносца. Поэтому смотрите, какое идет послание. Вы можете успеть еще проработать многие программы, которые у вас пока еще не доработаны по повешенному, то есть есть еще что доосознать, есть еще что дораскрыть, и соединиться со своей внутренней силой до окончания этих процессов. По вратам Змееносца, там у нас потом лунное затмение, очень мощный день. Да, двигайтесь в доверии. Видите, у нас аркан смерть. Это говорит о том, что действительно у нас многие вещи уже становятся просто не жизнеспособны. Мы входим в другой мир, в новое измерение. И вот сейчас задумайтесь еще раз, от чего необходимо вам отказаться, какие программы вам точно не понадобятся в кодах 5-го измерения. Обратите внимание на карму рода. Кому нужно доосознаться, у вас есть время, и обращайтесь, пожалуйста, ко мне за личными консультациями. Ну что ж, у нас сейчас медитация вошла в самый разгар, в состояние, когда действительно сознание расширяется. Идут мощные коды 5-го измерения. 12-й аркан повешенный, кстати, как раз об этом тоже говорит, потому что та медитация, которую вы сейчас делаете, она в кодах 12-12 сделана по расширению сознания. Поэтому я вижу, что медитация заканчивается на высокой ноте, в нужных кодах. Аркан 12, аркан 11, то есть вот они встретились, наши врата 11-11 и 12-12. И вот они, врата Змееносца, 15-й аркан. Я благодарю вас всех за то, что вы были со мной все это время в прямом эфире. Я очень рада этому. Я вывожу вас всех из этой медитации. Я закрываю канал.
Группа прекращает медитацию. Мой прямой эфир тоже скоро подходит к концу. Канал закрыт. Хагалас, прекращение работы. И я сканирую ваше состояние на настоящий момент. И посмотрим, какие энергии у нас сейчас, как вы себя чувствуете, что происходит. Может быть, пойдет какая-то информация, пожелания, рекомендации высших сил. Прекрасное состояние по императрице. Группа наполнена энергетически. Обнуление произошло. Посмотрите, какие карты идут. Посмотрите, чего мы достигли. Целительство произошло. Три старших аркана. Великолепно прошла медитация. Посмотрю сейчас, может быть, пойдут какие-то рекомендации. Но я уже рекомендации давала по ходу, то есть вам нужно доосознаваться, доочищаться до 30 числа. Маг, посмотрите, какие энергии у нас после медитации идут. Сила, все старшие арканы. Ну, смотрите, вы говорите, чудес не бывает, но у нас 6 старших арканов – это те вибрации, которых мы достигли в конце медитации. Здесь прошло и целительство, и обнуление, и преображение, и наполнение, и столько процессов. Я благодарю всех участников медитации, всех участников этого эфира и тех, кто смотрит меня в записи. Я благодарю высшие силы, силу рода. Я благодарю высшие проводники вашего сознания, планету Земля за то чудо, которое мы совершили с вами. Это самый настоящий квантовый скачок сознания. Это мощная волна преображения. Я вам предлагаю пересматривать это видео на протяжении всего времени, пока мы находимся в трансформации. Видео получилось очень заряженное, очень трансформационное. Оно целительское. Я вложила в него очень много своей личной силы. И я благодарю вас за любовь, доверие и дружбу, за то, что вы всегда со мной рядом на моем канале. Если у вас возникнет желание отблагодарить меня, послать материальную помощь каналу, я с благодарностью приму. Тем более, что скоро, через несколько дней практически, у меня будет день рождения. И это будет необычный день рождения. Это будет действительно день рождения плюс посвящение. Я прохожу сейчас свои собственные экзамены, и все это только благодаря тому, что вы, мои дорогие друзья, всегда рядом со мной и всегда поддерживаете меня. Поэтому от всей души, любя вас, я с вами прощаюсь и до скорых встреч в наших новых эфирах. С вами была Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.